Света говорит, мы приедем, срежем все нафиг эти деревья. Жалко, конечно, но с другой стороны, меньше забот вот это обрезать, лечить. Ну вот видите, весна все-таки она приносит какую-то радость на этой вилле, особенно когда есть урожай. Ну, в том году я что-то там еще сажал, но в этом нет. Ну, если кто захочет открутить, чтобы было непросто. Так. Надо, чтобы темно было. Буономет-то. Можно так. А что это? Я его переключил, он... Странно. Фонарики, которые я повесил, сейчас должны зажечься еще. Я два повесил сегодня. А этот загорается. Я думал, что он загорается только когда кто-то ходит. Ну, а этот проверим. Его, видимо, надо нажать включить, там кнопка. Видимо, его можно включать, выключать. О! И там еще один. Сейчас пойду включу там. Ай-яй. Окей. Ну, можно еще один было посередине, но я думаю, посмотрим, пока так. И еще один поставил в том месте. Видите, убрался сегодня. Ну, бо тут вообще нету никакого света. Вот здесь повесил. Тоже включим. Блин, где кнопка? О! Ну, то есть в этом углу тоже будет какой-то свет. Ну, здесь один повесил, а этот, но он, наверное, не зарядился. Ну, здесь можно повесить еще. Хотя там фонарь включается один. Но внутри. Кошки, теперь у вас свет будет. Фонарики. Фонарики, фонарики. Прикольно, не? Ща, пойду расскажу дальше. Итак, все меня уже достали с этим мусором. Четко, конкретно объясню по мусору. Кстати, часы никому не надо. Я к тому, что типа все жалко выкинуть, и все вроде бы надо. Биде. Унитаз сняли со второго этажа, что мне выкидывать? Я так боюсь, что еще поставим на место. Что это такое? Вот оно же может где-то пригодиться, правильно? Палка для селфи, блин. Бэм-бэм-бэм. Шучу. Есть у меня палка для селфи. Фонарь, блин. Все это, да, я швырял, потому что я не могу сидеть. У меня куча работы. Где я это буду... У меня здесь должно было быть тогда 5 куч. По идее, да, в принципе. Но, как бы, мне легче было потом за один день все это перебрать и выкинуть там. Пару человек взять. Я на это рассчитывал. Зона немного отдаленная от Рима. А здесь так. Чем дальше, тем тебе больше цену поставить. Если там более-менее в зоне Рима стоит, опять же, цены поднялись, 150-200 евро стоило, то сейчас немного, наверное, и то дороже. Сюда приехать вам сразу залупят 300-350. Это так, простой камиончик только для строительного мусора. Здесь есть рядом пятачок. Буквально пару километров, где они обязаны и принимают этот мусор. Но это все надо. Пластик в пластик, железо в железо, какая-то техника в технику. Это тоже надо сидеть и перебирать. На эту работу, это часть любой стройки, тоже делается смета. Выброс мусора там 300 евро. Рабочие там еще 200 евро, 100 евро. Все это складывается, вписывается в смету, человек платит, и ты вывозишь это. Что получилось с этим мусором? Есть такие контейнеры, что можно поставить, он приезжает, ставит и уезжает. И ты себе плавно туда собираешь это.
Но это только строительный мусор. Ладно, там сверху какое-то дерево можно положить. Что с остальным делать? Есть просто такой разнобой, что вот, допустим, даже остатки вот этой вот херни для крыши, чтобы покрывать, вы ее не можете выбросить просто так, кому-то привезти официально. Официально вы должны пойти взять эту фигню, сдать анализы какие-то, вам дадут бумажку, и потом вы заплатите за выброс вот этого, и вот так вот это вот выбрасывается. Это пипец проблема. И вот так вот железо, там всякая структура для гипсокартона. А еще там целая куча старого мусора. Там уже третья часть осталась, но он есть еще от этих хозяев. Вот это вот, смотрите, знаете, что это? Здесь я сжег кучу мусора посередине, а это все зола осталось. Вот это остатки от горы мусора, которую я тут сжег. Куда это девать? Беру 2 человек, беру камион, покупаю мешки и все это выкидываю. А если мне не платят, все, я в тупике. Вот, допустим, видите, допустим, можно в такие мешки собирать. Ну, каждый мешок, я не знаю, он раньше стоил 40 копеек. То есть здесь надо 100 мешков, надо 40 евро, чтобы только мешки купить. Ну, а как вы хотели? А мне говорят, надо убрать, надо убрать. Приедьте, давайте все соберемся, блин, человек 20 сюда подписчиков с Рима и уберем это. Ага, кому оно надо? Так и мне. В предыдущих роликах я показывал, что я не знаю, я, наверное, машин 5 отсюда вывез. Это же там, так сказать, на заднем дворе еще полно было матрасов, всяких тряпок мокрых. Тот на том пятачке уже синий был, он меня задолбал, блин, хватит везти, блин, хватит, этого много. И я говорю Свете, вот привезешь, сама с ним будешь договариваться и все это решать. Здесь вот с говна все делало конфетку. Ну да, я отремонтировал вон эту телегу, и тем не менее она у меня 1,5 года работает. Можно было бы купить новую? Да, всралась бы она. То, что здесь вот убрался, сейчас опять, блин, здесь бардак, опять убираю. Нормально. Так мне больше нравится. Но мусора, сука, прибавляется, что ли. Сейчас покажу вам процесс выброса мусора в моем городке. Мусор. Покажу весь процесс. Кстати, и эту тему сейчас вернусь, тоже объясню, что это за фигня. Это у нас свет в подъезде. Вот он. Итак, идем. Раньше можно было выбросить прямо возле дома. Прямо возле подъезда все бросали черные мешки. И утром, ой ты, блин, черное небо. И все собирали по утрам камиончик, грузовик для мусора, все это подгребал. Потом они решили себе подзаработать и поставили нам вот такие ящики. Потом, видите, что люди делают? От злости, я уверен. Сделали такие скеды. Открываешь, бросаешь, закрываешь. Но это у нас другой мусор. Мы должны его дальше отнести. Кстати, у меня снова обновка. Купил такую камеру. Сейчас снимаю на нее. Оцените. Непонятно, для кого это, для чего. Еще раз благодарность всем донатерам. Поверьте, эти донаты есть куда тратить. Да и вообще вложения в YouTube требуются. И здесь у нас другой мусорник. Такой красивой улице.
Опять нажимаем на кнопку. Что у нас здесь? Органика. Опять карточку. Открывается у нас другой. А что у нас там? У нас там, блин, обыкновенный контейнер стоит. И вот такой гемор мы имеем с этим мусором. И сейчас я вам приду, объясню, сколько мы за это платим удовольствие. И сколько платили раньше. Это мусор для пластики. Видите, пластика. Такая же фигня, это у нас за свет. Видите, какой счет? Просто за один подъезд. Тоже сейчас объясню. В подъезде на каждом этаже по 2 лампочки. И сколько здесь? 4-5 лампочек. Все. Итак, что у нас получается? Снимаете вы квартиру. Это не только за эту квартиру, это вообще так все время получается. Что получилось с мусором? Я объясняю, что платили 300 евро, 350, по-моему, за год. И было очень удобно. Ты собрал в черный пакет все и выставил на улицу. Даже в несколько, пусть и не даже и разделенный мусор был. Начали они устанавливать, типа порядок наводить в городке, устанавливать эти кассеты. А кассеты, чтобы вы понимали, вот эта маленькая дырочка, а внутри стоит огромная кассета обыкновенная. То есть утром они приезжают, открывают этот ящик, и всю эту кассету вываливают внутрь маленького грузовичка и вывозят. Самое интересное, что кто-то иногда говорит, что они все время это вывозят и куда-то все в одну кучу сваливают. Вполне возможно. Стало неудобно, понимаете? Вы видите, какие круги надо делать. Иногда мы с Валей прямо ругаемся, что кто этот мусор вынесет. Обычно она его выносит по... Ну, так получается удобнее. Я выхожу в 6 часов, выбегаю. Она выходит позже и идет через городок. Ей вроде как удобнее, но это же все таскать. А иногда столько насобирается, что мусор постоянно есть. А они же еще так продают, вы же знаете сейчас. Несчастное то прошутто или хлеб запакуют в одну бумажку, потом в пластик, потом еще в одну бумажку и еще в одну бумажку, и уже получается этого мусора просто горы. И сейчас Валя, мало того, что это надо ходить за мешочками этими забирать, у них коммунные должны за то, что мы платим, выдавать эти мешочки. Эти мешочки обычно неудобные, рвутся, и мы все равно их докупаем в магазине, более удобные. То, что они дают, дерьмо полное. Оно еще, знаете, такое приспособлено для переработки и, в общем, рвутся. И когда она последний раз пошла, спросила, говорит, а почему такая цена? Было так, а тут в 2 раза вот вдруг подорожало. Ну, потому что вы плохо перебираете этот мусор, и мы его отвозим, и кто-то там еще сидит, и вы еще и дополнительно перебирает. Поэтому это мы, типа, стоит дороже, потому что мусор стал дороже. А как же в Риме, в больших этих кассетах? И сколько они тогда платят? Пишите, вот сколько вы платите, кто живет в Риме. Я не думаю, что больше 600 евро в год. А вот если кантина у меня у соседа внизу, то там вообще баснословные деньги. Я спросил у Светы, я говорю, а сколько ты платишь, интересно? При том, что должен быть сервис какой-то, чтобы люди помогали вывозить этот мусор. А то, что я вам рассказывал, есть пятачок, куда это можно, по идее, вывести спокойно. Так там мне создают проблемы. Почему я туда не вожу? Потому что я несколько раз поехал туда. Я даже этому херу умудрился заплатить 20 евро, просто чтобы он заткнулся к чертовой матери. Он мне так нервы выносил, начинает этот мешок перебирать. А почему здесь это? А почему здесь то? Не потому что нельзя, а потому что он там директор, понимаете? Он директор. Знаете, как у нас при Совдепе еще было. Любой завскладом это был, я не знаю, какой великий человек. Так и здесь у него. 2-3 раза в день ты не имеешь права привезти, потому что много. А что делать в этой ситуации? Мало того, что старые люди, новые ничего не делали и засрали этот дом. И он знает за этот дом. Весь городок знает за этот дом.
И сейчас человек новый хочет привести в порядок, вы не даете возможности. Типа платите, да, вот, привезите, наймите фирму, и они с вас заплатите там еще 3000 евро за это все. И они вам типа наведут порядок. Также и со светом. Мы сюда, когда зашли, мы платили 5 евро в месяц за этот подъезд. Сейчас мы платим 15 каждый человек. То есть при том, что внутри квартир свет так не подорожал. Мы платили всегда примерно 80-100 евро за 2 месяца. Сейчас, 150 мы платим, но у нас и техники больше стало, такой всяких нагревательных приборов, холодильник еще лишний. По идее, не сильно-то подорожало. Не подорожало явно в 3 раза. А почему в подъезде подорожало в 3 раза? Я многие вещи не понимаю. И вот этот вот развод, это просто зарабатывают коммуны. Понимаете? И каждая коммуна, она будет хитрить по-своему. Те же полицейские ходят, понимаете, как шакалы. Даже в группе в Фейсбуке сами итальянцы жалуются. Я привезла ребенка, выбежала там на 5-10 минут, прихожу, у меня штраф стоит. Вы как ходите охотники, как шакалы, ищете, как с людей содрать деньги. Государство что? Она придумывает вот эту всякую херню, делает должности, на эту должность берут людей, люди получают зарплату, и типа я просто делаю свою зарплату. И к чему, к какому сюрпризу быть готовым со временем, вы просто не знаете. Я уже молчу про соседей тех же, что вы можете купить дом, квартиру, но вы не знаете, кто у вас за стеной будет жить. Здесь иногда такие люди сумасшедшие попадаются, повернутые на этих дынучах, на этих жалобах, на постоянном скандале, какие-то свои принципы впихивают. Именно от ненависти. Вот как у меня я показал комментарий. Вот скажите, на ровном месте. Этот ролик уже набрал почти 50 тысяч просмотров. Больше 200 тысяч подписчиков. То есть людям, которым нравится этот и канал, и ролик, и они заходят. Один человек из этих всех, смотрите, что мне написал. Вот так и в жизни. Поэтому все, даже с той же виллой, как я говорил, что да, организовать что-то, будут люди приходить, но все равно один-то мудак какой-то появится, который напишет Данучу, а вот на таком-то адресе такие-то, такие-то, сидят, занимаются вот зарабатыванием денег, не платят налоги там или еще что-то. И все, это только, а понимаете, у них так, пока все тихо, вас никто не трогает. Но есть какое-то заявление, типа все, мы работаем, мы должны делать работу. И тут понеслась, и там такое может развиться, что ого-го. Вот в чем вот этот недостаток. Ну, я живу в Италии, говорю за Италию. Поэтому, как бы все красиво ни казалось, подводных камней очень-очень много. Так, и вот я вам показываю балету. Сколько мы платим каждые 2 месяца. Видите, 93 евро. За год получается, я что-то там посчитал, около под 600 евро. При том, что вначале мы платили около 300-350 до установки этих ящиков. И так как балеты пришли все вместе, я вам покажу еще сколько мы за газ платим. Вот в зимний период это обычно примерно самые большие балеты. А вот так вот в течение года сколько получается. И сколько у нас за год получается? 1207 евро. Ладно, тем не менее, я иду сегодня работать. Сделаю основные вещи, которые там, просто уже необходимы, и которые я, в общем-то, должен доделать. Бо я действительно трындю, а что у меня вчера балкон целый день был открыт. Покажу вам, что значит хорошая краска на фасаде. Видите, оно ничего не впитывает. Оно просто стекает, и все. Быстренько напомню для контраста, какой был этот фасад. Хе-ха. И многие хотят сэкономить и берут краску подешевле. Она такая, типа лавабеле. Для наружных работ пишут, но она не кварцевая. А вот кварцевая, она именно такой эффект имеет.
Все, иду работать, потому что действительно... ну а что делать? Вы думаете, что YouTube не забирает время? Тоже можно было бы сказать, кидай этот канал, иди лучше работай, больше заработаешь. Ну а поговорить? Так, народ, что-то у меня вот под это вечернее настроение хотелось вам рассказать одну прикольную тему. Так, пока я себе заварю чаек, вы можете тоже то ли поставить на паузу, поставить лайк, подписаться. Кстати, видали? 10 тысяч подписчиков уже, этап пройден. Все благодаря вам, спасибо. Ну и, конечно, я для вас стараюсь. Именно почему я говорю, что подписывайтесь. В какой-то момент вам могут не дать рекомендации моего канала, но в подписках вы можете найти того, кого давно не смотрели, и не только меня, так и других. Поэтому жду всегда с нетерпением. Пару кнопочек нажали. Даже есть колокольчик, если не хотите пропускать там новые видео, нажимайте еще колокольчик. Тогда ничего не пропустите. Кстати, вчера поменял масло еще в машине. Тоже каждые 10 тысяч расходы. Сейчас у меня по машине еще расходы. Страховка 600-650 будет за год. Ну, кому интересно, сколько стоит машина. И раз в 2 года, где-то 70 евро, надо техосмотр сделать. Вот, плюс масло поменял, вот вам под 800 евро вылетает все. И иногда я что-то делаю под настроение. Ладно, вот видите, я брал пацана, который мне здесь кучу жег, Юраного друга. Я говорю, освободи то помещение под балконом. Он все вытащил, положил сюда. Нахрена оно мне надо здесь? И теперь надо опять перетаскивать. Вот так вот помощник. А опять же, я не знаю, куда это положить. Опять туда еще больше гора будет. И вот вечный такой тупик. Подмести, бо просто есть настроение. Подмести. Вот подмести, а я не знаю, где веник. Валя последний раз убирала. Так, осталось мне 2 дырки сделать. И простое сверло, ну как простое, победитовое, все равно не брало эту. Вот такую железяку я там в потолке надыбал. Скажу честно, намного выгоднее было все разбить и сделать полностью по новой. Но дешевле бы это не вышло, но мне это тоже, я не заработал особо. Эту самую купил я себе такой комплект. Есть такие сверла для плитки, я показывал как-то. Ничего не берет. Вот такая твердая плитка, что берем сверлышко на 6 и сверлим. Вот такой штукой. Напомню, что уже полчаса я где-то потерял. Простым победитовым хотел просверлить, ничего не получилось. Не знаю, может быть с водой, может быть было бы лучше. Да. Окей. Ну и тут главное, что не пробить провода. Окей.
Вот это сколько здесь работ было. Ну, думаешь, ну еще чуть-чуть, ну еще чуть-чуть, и еще закончу, и все оно не заканчивается. И каждое новое движение создает какие-то еще проблемы. Тут еще и с выключателем беда. Надо опять ехать, опять искать. Мелочь, ну, сука, она занимает время. Потому я не люблю вот эти вот типа удобные, но как бы не очень-то надежные. Капец. Как это все? Они любят усложнять. Это капец просто. Отрезаю нахрен. Так. Делаем так, как мы умеем. Без понтов. Там такие быстрые зажимы, типа для быстрого монтажа, которые, ну их нафиг. Зато надежно. Так. Берем это сюда. Это сюда. Самое интересное, что под зеркалом умывальника нету и, видимо, и не будет в ближайшее время. Где у нас вход? Где он вход у нас? Уже там, внутри. Так что это вот так вот. Так. Теперь это откручиваем. Ну, опять же, стараюсь добросовестно все подробно показать, чтобы вы не думали многие, а что там светильник повесить? Как-то крутится по-разному. Я ставлю так. Шевелится туда-сюда. Можно на себя светить. Это нормально. Отверточки такие удобные, но магнитики. Иначе первая трёпка. Все. Так, и что-то у меня теперь тут, я уже не помню, что. Мне не хватает одного выключателя. Короче, что я тут имею? Это включает верхний свет. Это лучше. Это включает тот свет. А этот не работает. Выключатель. Вот такая мелочевка. А такой выключатель стоит минимум 10 евро вот этой фирмы. Посмотри, может, какой старый валяется где. Ну, может, кто новый зритель, напомню, что я тут наделал в этой ванной.
В другой ванной надо еще установить душ, который пришел тоже кривой, весь поломанный, ну и китайский. Все, готово. Джерень. Ну все, можно мыться, но все, что было перед этим, и это далеко не все. Не прошло и месяца, как я снял этот замок. Что у меня произошло? Когда-то он у меня закрылся, я не мог сюда зайти. Я его там высверливал, то все. Короче, распотрошил его как курицу, блин. Еле вытащил. Ну а что, этот не вынимается и все. Блин, горячий. Я и так, и сяк. Ну вот что получилось. Ну, теперь можно зато новый поставить. Это что-то с чем-то. Света говорит, ну поставь мне замок, я тебе там сколько купишь, там 60 евро вышлю. А остальное? Я говорю, что первый день я, чтобы зайти, высверливал. Сейчас я потратил на часа, не знаю, 1,5, может быть, 2. Слов нет. Показываю еще раз проблему с этой штукой. Почему я не могу ее установить? В прошлый раз мне так все активно. Вы понимаете, в чем проблема? В том, что вот эта пластика, то есть она, видимо, рассчитана на более узкую стенку вот эту. То есть она, если бы была потоньше, вот это вышло бы снизу, когда закрутился бы где болт, ну любой, оно бы его расширило, и да, оно бы не дало выйти. Но оно находится все внутри, оно даже не выходит оттуда. Вот оно на всю длину. И то, что оно ее расширит внутри. Понимаете? И оно ее вырвет просто, и все. Теперь ее надо точно такой же болт купить, шайбу и снизу гайку правильную. Еще и желательно, чтобы там была силиконовая шайба. Ну, блин, эти комплекты как бы не то, что раз-два вышел, купил. Может и есть, но это надо идти. А мне нахера оно надо, если честно. Ну и тут тоже с Марьяном установили по-быстрому, а по идее это надо, ну по идее я сейчас закручу, но еще бы силикончиком вокруг пойти, то есть пройти, представляете, сколько всяких вот мелочей, доделок, даже несмотря на то, что вроде бы все готово. Здесь тоже вроде ерундой занимаюсь. По идее, я видел, что снутри заливает дождь, туда мокреет стена, щель большая. Но это тоже не так делается. Должен быть тоже какой-то наличник, как-то цивилизованно. Вот это все мудрешь-пердешь, извините меня. Одно успокаивает, птички поют. Так, ничего у меня нету от муравьев. Тут есть только борная кислота. А что если я попробую им сюда насыпать? Что они будут хавать? Возможно, они нажрутся этой борной кислоты, вроде так называется. И посмотрим в следующем ролике, покажу. Вот задолбали себе, тут дорожку протоптали. Еще какую-то здесь такую штуку нашел. Налил им сверху туда.
Не знаю, что будет. Посмотрим. Они ж тупые, блин. Они же не могут обойти. У них была дорога, а тут лужа на дороге. А место-то, блин. Смотрите, сколько. Чего ж вы, блин, такие тупые. Это у них трафика тут образовалось. Еще один затек. Ну, здесь тоже по краям я так прилепил, хоть вид какой-то был бы. Все это, конечно, должно быть немного по-другому. Так, а ну смотри. Там горит, тут горит, тут горит. И еще один там в углу поставил, бо кошки попросили, бо им там темно. Ну что, классно? Ти-динь!